Привет, друзья! В сегодняшнем выпуске я подготовил для вас подборку самых важных и резонансных событий, которые напрямую повлияют на жизнь в Германии. Мы с вами детально разберем, как именно обеспеченные слои населения продолжают стремительно приумножать свои капиталы и какое конкретное количество граждан сегодня контролирует немалую часть национального богатства Германии. Также мы разберемся с вами в причинах масштабного сбоя новой европейской цифровой системы въезда и выезда, из-за которой тысячам путешественников теперь внезапно отказывают в пересечении границы Евросоюза. Наряду с этим обсудим крайне необычный урбанистический эксперимент в Швейцарии, где для борьбы со стрессом запустили общественный автобус случайного направления. То есть пассажиры садятся в салон и до самого финала поездки даже примерно не догадываются, куда именно они приедут. И в заключение вас ждет подробный экономический разбор новой правительственной инициативы в Германии. Чиновники планируют поднять тарифы обязательного медицинского страхования. Так что мы детально с вами подсчитаем, сколько дополнительных денег вам придется ежемесячно выкладывать из собственного кармана. В то время как подавляющее большинство обычных жителей Германии из-за экономической нестабильности вынуждены жестко экономить на покупках и предпочитают держать свободные средства на текущих банковских счетах, сверхбогатая элита Германии продолжает демонстрировать очень высокие темпы приумножения своих активов. Классическое правило о том, что богатые становятся еще богаче, наглядно подтвердил свежий глобальный аналитический отчет авторитетной консалтинговой группы Boston Consulting Group. Опубликованные экономические выкладки наглядно демонстрируют сегодня, насколько быстро увеличивается социальный разрыв между тонкой прослойкой мультимиллионеров и остальным населением страны. Количество граждан в Германии, чье личное состояние официально превысило сегодня отметку в $100 миллионов, за последние 12 месяцев существенно выросло. Согласно базам данных аналитиков, на сегодняшний день в Германии проживает уже около 5 тысяч таких сверхбогатых жителей. Самое поразительное, что еще год назад, друзья, в этом закрытом элитарном клубе числилось примерно на 1100 человек меньше. То есть такой стремительный рост численности мультимиллионеров произошел на фоне затяжной стагнации в розничной торговле и снижения покупательной способности части населения, что, конечно же, вызывает массу вопросов к текущей налоговой и распределительной системе государства. Именно эта крайне обособленная и немногочисленная группа граждан на сегодняшний день единолично, внимание, контролирует гигантскую долю в 27,3% от всего совокупного финансового состояния Германии. Вдумайтесь в масштаб этого имущественного расслоения. То есть в руках 5000 человек сосредоточено гораздо больше ликвидного капитала, чем у сотен тысяч обычных рядовых миллионеров страны вместе взятых. В своих закрытых экономических отчетах эксперты консалтинговой группы относят таких людей к эксклюзивной категории сверхбогатых инвесторов. При составлении этих рейтингов специалисты проводят точнейший аудит брута активов, куда в обязательном порядке, кстати, и включают биржевые акции, крупные объемы наличных средств, прямые инвестиции в бизнес, венчурные фонды и другие сложные финансовые инструменты. То есть личное имущество в виде автомобилей, предметов искусства или частных вилл для проживания в этот конкретный расчет даже не входит, что делает указанные миллиардные показатели еще более впечатляющими. Главным и самым мощным локомотивом столь стремительного роста капиталов обеспеченных инвесторов послужила динамика мировых фондовых рынков. Вы знаете, за последнее время стоимость акций технологических гигантов и крупных инвестиционных активов показала существенный рост. В результате самые состоятельные жители Германии смогли извлечь дополнительную прибыль быстрее, чем представители классического среднего класса. Управляющий партнер консалтинговой группы Михаэль Калих прямо называет это фундаментальным структурным преимуществом крупных игроков.
Имея на руках больше свободных ресурсов, богатые инвесторы могут максимально эффективно диверсифицировать свои риски и распределяя деньги между совершенно разными классами активов. И, конечно же, получают доступ к высокодоходным инструментам, которые зачастую недоступны, вы знаете, обычным розничным вкладчикам. Если детально проанализировать структуру инвестиционных портфелей немецкой элиты, то чаще всего их капитал работает в 5 ключевых направлениях. Мультимиллионеры активно скупают ликвидные ценные бумаги, вкладываются в фонды прямых инвестиций, финансируют международные коммерческие проекты, приобретают паи в специализированных инвестиционных трастах и инвестируют в масштабные объекты коммерческой недвижимости по всему миру. На этом фоне обычные среднестатистические домохозяйства Германии ведут себя на финансовом рынке осторожнее и, я бы даже сказал, консервативнее. Подавляющее большинство простых граждан, обеспокоенных инфляцией, по-прежнему избегают биржевых рисков и предпочитают держать свои сбережения на обычных текущих счетах в банках или классический банковский депозит под фиксированный сравнительно скромненький такой процент, который лишь частично компенсирует текущий рост цен в магазинах. Но, несмотря на то, что в последние годы среди молодого поколения стремительно растет популярность индексных фондов ETF и самостоятельные биржевые инвестиции через те же мобильные приложения, общая финансовая культура Германии в своей массе остается невероятно консервативной. Масштабный аудит личных бюджетов показал сегодня поразительный факт. Около 1/3 всех свободных финансовых активов немецких граждан до сих пор лежит мертвым, друзья, мертвым грузом, фактически без какого-либо инвестирования. То есть жители страны упорно предпочитают хранить свои честно заработанные евро в 5 классических направлениях. Люди держат крупные суммы в наличных купюрах дома, складывают деньги на текущих счетах, переводят средства на обычные сберегательные книжки, открывают фиксированные депозиты или, например, годами оплачивают консервативные накопительные программы страхования жизни. Для тех, кто только недавно обустраивает свой быт в стране, напомню, что жироконто представляет собой обычный стандартный базовый расчетный счет в банке. Его используют в повседневной жизни все жители Германии для, например, автоматического получения заработной платы или ежемесячного списания платы за аренду квартиры и проведения рутинных ежедневных платежей в супермаркетах. Сегодня ведущие макроэкономисты открыто заявляют, что именно эта повальная сверхосторожность немцев и приезжих и устойчивый страх большей части населения перед фондовым рынком частично замедляют рост общего национального благосостояния Германии. В этом плане страна проигрывает, например, тем же Соединенным Штатам Америки, где культура инвестирования, вы знаете, в акции с раннего возраста позволяет даже многим семьям формировать внушительные капиталы. На противоположной стороне этого финансового олимпа находится около 66 миллионов жителей Германии, чьи личные активы не дотягивают даже до скромной отметки в 250 тысяч долларов. В то же время узкая прослойка, состоящая из более чем 700 тысяч рядовых миллионеров и приблизительно 5000, как я сказал, сверхобеспеченных инвесторов, сегодня единолично контролируют колоссальные, вдумайтесь, 52,8% от всего совокупного финансового состояния государства. Естественно, для миллионов простых немцев эта тема с каждым месяцем становится все более острой и глубоко политической. На фоне затяжного слабого экономического роста, высокой стоимости квадратных метров и устойчивого инфляционного давления в Берлине с новой силой вспыхнули ожесточенные споры о необходимости введения дополнительных налогов на крупное состояние. Раньше за кардинальное повышение фискальной нагрузки на крупные состояния традиционно выступала левая социал-демократическая партия Германии СДПГ. Однако теперь готовность обсуждать эту непопулярную среди бизнеса меру начали открыто, кстати, и демонстрировать даже отдельные влиятельные политики из консервативного блока ХДС-ХСС. В
частности, премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмар публично допустил возможность точечного и существенного увеличения налоговой нагрузки для самых обеспеченных граждан страны, чтобы за счет этих вливаний дополнительно профинансировать социальную инфраструктуру и сократить опасный рост дефицита региональных бюджетов. Попытки политиков ввести новые фискальные ограничения натолкнулись на мощные макроэкономические тренды, поскольку аналитики прогнозируют дальнейшее ускорение концентрации мирового капитала именно в руках одной узкой элиты. Согласно долгосрочным расчетам экспертов, к 2030 году доля сверхбогатых инвесторов в общем финансовом состоянии Германии увеличится еще, друзья, сильнее, перешагнув эти рекордные исторические отметки. Этот процесс обусловлен фундаментальными рыночными механизмами, которые действуют как единая такая отлаженная система перераспределения капитала наверх. Если детально разложить все по полочкам, структуру этого процесса, то имущественный разрыв в стране подпитывает 6 ключевых негативных факторов. Этот перекос усиливает безостановочный рост фондовых бирж, затяжная общая стагнация национальной экономики Германии, стремительное демографическое старение населения, необходимо это помнить, и критически низкие темпы роста производительности труда. Плюс высокая стоимость жилой недвижимости, а также изначально более высокая доходность от масштабных институциональных инвестиций. Параллельно с этим процессом быстрыми темпами растет и глобальное благосостояние всей планеты. Согласно свежим мировым базам данных, совокупное чистое состояние человечества официально превысило уже отметку в 550 триллионов долларов. А абсолютным лидером на глобальном финансовом рынке, вы должны знать, по-прежнему остаются Соединенные Штаты Америки. Внутри же немецкого общества тема имущественного неравенства традиционно раскалывает граждан на два непримиримых лагеря. Для консервативной части населения и представителей крупного бизнеса рост числа мультимиллионеров считается признаком успешной рыночной экономики, сильного финансового сектора и высокой инвестиционной привлекательности страны. Они, в свою очередь, убеждены, что обеспеченные люди создают рабочие места и обеспечивают большую часть налоговых поступлений в государственную казну. В то же время противоположная сторона видит в этой тенденции опасный сигнал усиливающегося социального расслоения. Особенно острый этот вопрос обсуждается рядовыми гражданами на фоне продолжающегося падения реальных доходов среднего класса, закрытия промышленных предприятий и быстрого роста цен на повседневные товары в тех же супермаркетах, что превращает данную дискуссию в крайне важную тему для правительства Германии и самого Фридриха Мерца. Но вы знаете, друзья, имущественные споры и фискальные баталии в Берлине заставляют более пристально вглядеться в совершенно иные, а порой даже, я бы сказал, удивительные и парадоксальные урбанистические тренды в соседних европейских странах. Сесть на остановке в салон и до самого финала поездки даже примерно не догадываться, в какую сторону повернет водитель, именно такую необычную концепцию успешно воплотили в жизнь на швейцарской территории. То есть автобус случайного направления превратился в громкий общественный проект, который социологи уже называют уникальной психологической попыткой искусственно замедлить бешеный темп современной жизни, вытащить людей из виртуального мира смартфонов и вернуть им забытое живое общение. В живописном швейцарском регионе Баден и муниципалитете Веттинген местные власти официально запустили на дороге общего пользования этот необычный общественный транспорт, получивший официальное название «Линия 0». Главная конструктивная и юридическая особенность данного проекта заключается в полном отсутствии какого-либо фиксированного графика движения, поминутного расписания и заранее утвержденной конечной остановки. То есть пассажиры заходят в салон абсолютно спонтанно и, что самое интересное, сами в процессе движения помогают водителю коллегиально выбирать дальнейший маршрут. При такой схеме сама привычная цель поездки полностью теряет свой смысл и становится второстепенным фактором.
Создатели этого необычного транспорта убеждены, что современные городские автобусы и поезда слишком сильно завязаны на вечной спешке, жестких графиках, поминутных дедлайнах и постоянном стрессе, что превращает ежедневные поездки в серьезную нагрузку для психики. Такую необычную идею детально разработали известные швейцарские художники-концептуалисты Франк Риклин и Патрик Риклин совместно с руководителем крупной региональной транспортной компании RVBW. Авторы проекта изначально стремились превратить обычную скучную такую рутину в масштабные социальные эксперименты над человеческим поведением. Вместо классического прагматичного принципа быстрее добраться из условной точки А в точку Б, пассажирам внутри этого салона официально предлагалось переключиться на совершенно иные ценности. То есть людям создают условия, чтобы комфортно знакомиться с абсолютно незнакомыми попутчиками, обсуждать маршрут на перекрестках, кататься без конкретной цели и спешки, отвлекаться от тяжелого повседневного напряжения и проводить время в максимально расслабленной, дружелюбной такой атмосфере. Этот удивительный швейцарский проект и в местных социальных сетях и прессе уже вовсю называют полноценной, уникальной антистресс-зоной на колесах. Один известный местный контент-креатор по имени Крис решил лично протестировать этот необычный автобус после того, как случайно наткнулся на официальный анонс на муниципальном сайте города Баден. По словам блогера, изначально он действовал исключительно из профессионального любопытства, парень просто хотел на собственном опыте понять, как технологически и психологически работает этот социальный эксперимент, запущенный на обычных городских дорогах общего пользования. Реальность превзошла все ожидания и вылилась в самый настоящий спонтанный перформанс. Во время вечерней поездки, когда за окнами начало темнеть, пассажиры единогласно решили выключить верхний люминесцентный свет в салоне, дружно включить фонарики на своих смартфонах, начать хором петь старые песни и увлеченно общаться друг с другом. Крис открыто признался своим подписчикам, что за много лет жизни в Европе он вообще никогда не испытывал настолько умиротворенной, спокойной и искренней атмосферы внутри обычного общественного транспорта. Но больше всего блогера поразила феноменальная скорость социальной интеграции людей. То есть пассажиры мгновенно, фактически без привычного европейского смущения или барьеров, вовлекались в долгие душевные разговоры даже с абсолютно незнакомыми попутчиками, обсуждали все на свете от рецептов пирогов до глобальных изменений климата. Снятое Крисом видеоописание этой поездки в кратчайшие сроки быстро разошлось в цифровом пространстве и неожиданно для самих организаторов стало вирусным. Короткий ролик, который блогер выложил на своих страницах в TikTok и Instagram, стремительно преодолел отметку в 100 тысяч просмотров и собрал тысячи восторженных откликов. Многие пользователи в комментариях даже писали, что этот проект представляет собой идеальный образ общественного транспорта будущего, без психологического давления, без бесконечной спешки и без постоянных рабочих дедлайнов. По воспоминаниям швейцарского контент-креатора, обычные городские прохожие на тротуарах с неподдельным, скажем так, удивлением и улыбками провожали глазами этот светящийся поющий автобус, а некоторые люди, стоявшие на перекрестках, даже поддавшись общей атмосфере, прямо на ходу спонтанно заходили внутрь салона, чтобы стать частью этого необычного приключения. Такой мощный общественный резонанс вокруг экспериментального швейцарского маршрута заставил ведущих европейских социологов уже внимательно проанализировать, почему подобная концепция вызвала столь стремительный интерес по всей Европе. Создатели проекта открыто заявляют, что жители современных европейских мегаполисов сегодня с каждым годом все сильнее страдают от хронического эмоционального выгорания, затяжного психологического напряжения и чувства социальной изоляции. В связи с этим мобильная платформа делает прагматичную попытку вернуть в повседневную жизнь горожан культуру случайных искренних знакомств и непринужденного человеческого диалога.
и сам методологический подход к организации процесса выглядит для европейского транспортного сектора действительно необычно. Если, друзья, детально структурировать ключевые параметры, то этот мобильный концепт кардинально отличается от классических городских автобусов по 5 фундаментальным признакам. Внутри этой системы полностью ликвидирован строго утвержденный маршрут. Отсутствует поминутное расписание, как я сказал. Также пассажиры получают прямое право влиять на сам вектор движения. Главной ценностью поездки объявляется получение живых эмоций, а не скорость доставки. А вот сам транзит превращается в полноценный коллективный социальный опыт. Именно эта глубинная такая смена подхода и спровоцировала бурную волну дискуссий на профильных IT-ресурсах. На сегодняшний день этот уникальный автобус случайного направления функционирует в регулярном режиме исключительно на швейцарской территории. Однако сам формат и первые результаты эксперимента уже всерьез заинтересовали будущих урбанистов, архитекторов и транспортных экспертов во многих других государствах Европы, включая Францию и Австрию. А в Германии концепция медленного города, то есть Slow City, и внедрение нестандартных видов общественного транспорта обсуждается даже, друзья, вдумайтесь, на уровне министерств уже довольно давно. Независимые немецкие аналитики убеждены, что подобные точечные проекты действительно помогают одиноким людям чувствовать себя частью единого сообщества в гигантских городах. При этом специалисты пока крайне осторожно высказываются о будущем этой инициативы, поскольку до сих пор остается открытым главный экономический вопрос: смогут ли такие хаотичные автобусы со временем превратиться в полноценную часть официальной городской инфраструктуры, или они так и останутся временным экспериментальным проектом. Но, друзья, урбанистические эксперименты и психологический комфорт внутри европейских границ резко контрастируют с той же цифровой системой контроля, которую Евросоюз выстраивает на своих уже внешних рубежах для регулирования миграционных потоков. Первые 6 месяцев полноценной работы новейшей автоматизированной системы пограничного контроля, официально именуемой системой въезда и выезда, ИИС, обернулась серьезными трудностями для тысяч иностранных граждан. Согласно свежему официальному отчету Европейской комиссии, за этот короткий период система выявила и заблокировала на границах почти 7 тысяч путешественников, которым был вынесен официальный отказ во въезде в безвизовую шенгенскую зону из-за того, что ранее они оставались на европейской территории дольше разрешенного законом срока. В общей сложности за полгода автоматизированные терминалы и биометрические датчики зафиксировали колоссальный объем – более 66 миллионов фактов пересечения границы, то есть въездов и выездов граждан третьих стран, не входящих в состав Европейского Союза. И масштаб работы этого цифрового фильтра, назовем это так, действительно впечатляет. В общей сложности 32 тысячи человек получили отказ во въезде на пограничных пунктах с момента запуска европейской системы в октябре прошлого года. Из этого огромного массива как раз около этих 7 тысяч, о которых я сказал, инцидентов пришлось на нарушителей визового режима, чьи прошлые поездки автоматика распознала как превышение допустимых сроков пребывания в Европе. Брюссель сегодня намеренно не стал раскрывать в открытом доступе подробные персональные данные и гражданство этих 7 тысяч человек, занесенных в категорию нарушителей. Однако, друзья, юристы детально разъясняют, что в этот список система автоматически относит 2 основные группы иностранцев. Это те, кто оставался в европейских странах после окончания действия своей официальной визы, и тех безвизовых туристов, кто нарушил фундаментальное правило, о котором я вам много раз повторял, 90 дней шенгенской зоны. Напомню, что этот базовый закон позволяет гражданам стран, не входящих в Европейский Союз, легально находиться на европейской территории максимум 90 дней в течение любого, скажем так, плавающего 180-дневного периода. Раньше пограничники нередко пропускали мелкие нарушения из-за нечетких штампов в паспортах, но теперь база данных вычисляет просрочку мгновенно. Наказания за такие нарушения сегодня в Германии остаются крайне жесткими,
То есть человеку может грозить как внушительный денежный штраф, так и длительный запрет на повторный въезд на территорию Евросоюза сроком на несколько лет. Помимо автоматического выявления туристов, нарушивших визовые правила, новый цифровой, скажем так, щит Евросоюза продемонстрировал впечатляющие результаты и в сфере противодействия криминалу. Согласно официальным сведениям Еврокомиссии, порядка 800 человек были задержаны непосредственно на внешних рубежах шенгенской зоны, поскольку их анкеты и биометрические данные совпали с международными базами розыска, а сами граждане были признаны потенциальной угрозой внутренней безопасности европейских стран. Эта цифра вызывает особый интерес у независимых экспертов, хотя в самом отчете Брюссель намеренно не уточняет, стали ли причиной выявления этих лиц исключительно алгоритмы новой пограничной системы или здесь сработала координация европейских спецслужб. Все эти показатели были официально включены в масштабный ежегодный доклад Евросоюза о текущем состоянии шенгенской зоны, который комиссия публично обнародовала на этой неделе. Хотя новая цифровая платформа параллельно выполняет важные функции в сфере безопасности, ключевой и фундаментальной причиной ее внедрения, я хочу напомнить, на границах Германии и других стран Союза остается наведение более строгого порядка в учете базового визового регламента. Речь идет о полном цифровом контроле за соблюдениями гражданами третьих стран того самого правила 90 дней, которое позволяет легально находиться в Европе без оформления полноценного ВНЖ. До запуска роботизированных терминалов эти сроки часто отслеживались, вы знаете, вручную по чернильным штампам в загранпаспортах, что оставляло пространство для ошибок и неточностей. Теперь же система автоматически рассчитывает точную продолжительность пребывания человека в шенгенской зоне на основе электронных отметок въезда и выезда. А вот любые нарушения лимита сразу фиксируются в базе данных при следующей попытке пересечь внешнюю границу Союза. Именно в этой точке новые технологии столкнулись с суровой экономической реальностью, вызвав мощную волну недовольства среди международных перевозчиков. Потому что ситуация на границах серьезно обострилась, когда в начале февраля профессиональные водители-дальнобойщики из стран Западных Балкан устроили масштабную акцию протеста и временно заблокировали даже ключевые пункты пересечения шенгенской зоны. Иностранные перевозчики вывели сотни тогда фур, напомню, на дороги, заявляя, что столь жесткое автоматизированное соблюдение правил 90 на 180 дней делает их привычную работу по доставке грузов в ЕС крайне сложной. Из-за своей специфики логистики шоферы из Сербии, Боснии и Албании нередко исчерпывают разрешенный лимит пребывания в Европе за считанные месяцы, а новые цифровые алгоритмы европейской базы данных фактически лишили их возможности пользоваться прежними обходными схемами. Это привело к затяжным перебоям с грузоперевозках и многокилометровым пробкам на въездах в европейские государства. Вслед за балканскими дальнобойщиками тревогу забили и крупнейшие британские транспортные и логистические организации. Они официально обратились к Европейской комиссии с настойчивым призывом немедленно приостановить действие всех жестких штрафных санкций, завязанных на плавающее шенгенское правило 90 на 180 дней. Бизнес-ассоциации Соединенного Королевства открыто предупредили Брюссель, что автоматизированное применение этих нормативов коммерческим перевозчикам обернется катастрофической нехваткой водителей грузовиков у международных операторов и, соответственно, повлечет за собой риск тотального сбоя отлаженных цепочек поставок товаров и продуктов питания по всей Западной Европе. Под мощным давлением со стороны крупного логистического лобби Европейская комиссия все-таки была вынуждена сделать шаг назад. В январе текущего года чиновники официально объявили о своем твердом намерении в экстренном порядке рассмотреть вопрос о предоставлении, скажем так, специальных визовых льгот и исключений для определенной категории иностранных специалистов, не являющихся гражданами Европейского Союза. Тогда предполагалось, что инженерам, дальнобойщикам и ключевым техническим работникам могут законодательно разрешить легально находиться и работать на европейской территории существенно дольше, чем это предусмотрено стандартным жестким лимитом.
Однако, друзья, бюрократическая реальность Брюсселя такова, что с момента этих громких, еще раз напомню, январских заявлений о фактической реализации данных послаблений в прессе больше ничего не появлялось, а действующие правила на границах продолжают оставаться максимально строгими для всех без исключения. Внедряемая цифровая платформа по-прежнему позиционируется властями как главный технический инструмент обеспечения безопасности на внешних рубежах Европейского Союза и Шенгенской зоны, и эта сложная IT-система осуществляет мгновенную, сквозную цифровую регистрацию всех прибывающих граждан из третьих стран. В режиме реального времени программа передает в центральные базы данных Интерпола и профильных служб информацию о том, кто конкретно, в какую секунду и через какой именно пограничный пункт пересекает европейские рубежи, а также аккумулирует данные об отказах во въезде. То есть, по сути, автоматизация сегодня фактически ликвидировала тот вековой институт ручного проставления тех чернильных штампов в загранпаспорте. По первоначальному графику министерств система должна была выйти на пик своей готовности и функционировать стабильно во всех аэропортах и на сухопутных КПП. Но в жизни европейская бюрократия снова, друзья, застряла в реалиях. Платформа до сих пор остается недоступной и выдает регулярные системные сбои, да это так во многих ключевых точках Европы. И особенно сильно это цифровой, назовем так, хаос и большие очереди ощущаются сейчас в основных пунктах въезда во Францию со стороны Великобритании, где терминалы сканирования отпечатков пальцев регулярно зависают, парализуя движение паромов и поездов. В официальных кулуарах Брюсселя на этот цифровой хаос смотрят со сдержанным оптимизмом и пытаются сгладить углы. Европейская комиссия в своем последнем заявлении подчеркнула, что в ходе поэтапного внедрения подавляющее большинство государств Шенгенской зоны смогли успешно запустить все абсолютно механизмы новой биометрической платформы. Более того, по заверениям чиновников, большинство стран даже превысили изначально требуемые минимальные пороговые показатели по скорости регистрации иностранных граждан. Однако за этими формулировками скрывается более сложная реальность, которую Брюссель все же был вынужден признать. В отчете, который вышел, прямо зафиксировано, что в ряде ключевых транспортных хабов Европы выросли длительные многочасовые очереди на пограничном контроле. Комиссия открыто подтвердила, что да, некоторые государства столкнулись с серьезными инфраструктурными трудностями. Техника дает сбои, в пиковые часы, особенно нагрузки на терминалы самообслуживания зависают, программное обеспечение даже не всегда справляется с быстрой и полной фиксацией биометрических данных, то есть отпечатков пальцев и сканирования сетчатки глаз, а высокая загруженность рейсов в отдельные временные интервалы дополнительно осложняет работу приграничных залов ожидания. Чтобы хоть как-то стабилизировать ситуацию и все-таки не допустить сбоев в авиасообщении, пограничникам на местах пришлось использовать экстренные протоколы. То есть это возможность временно и частично приостанавливать работу автоматических терминалов, переходя в тот же ручной режим проверки. Это применялось офицерами лишь в ограниченном числе самых критических случаев, чтобы разгрузить залы терминалов. При этом международные аэропорты и представители европейской туристической отрасли еще задолго до официального старта реформы предупреждали министерство о возможных задержках рейсов. Эксперты бизнеса сейчас вновь призывают власти проявить максимальную гибкость и временно ослабить цифровой контроль, поскольку впереди Европу ждет пиковый летний туристический сезон, когда миллионы отпускников направляется на курорты. И, друзья, если IT-система продолжит давать сбои в июне и июле, так же, как они это делали буквально весной, авиационный сектор континента рискует столкнуться с еще более масштабными задержками и логистическими перегрузками. Сегодня в официальном документе Брюсселя четко прописан график дальнейшего усиления контроля, где в списке ключевых приоритетов, напомню, на период 2026 и уже 2027 годов есть еще один масштабный цифровой механизм. Сегодня речь идет о предстоящем запуске европейской системы информации и автоматизации поездок.
Это такая новая платформа потребует от всех краткосрочных безвизовых туристов в обязательном порядке проходить предварительную, друзья, да, вы услышали правильно, предварительную онлайн-регистрацию и получать официально электронное уже разрешение на въезд еще до того, как они сядут на самолет или поезд. Действие этой системы планируется запустить уже буквально вот в конце текущего периода. Представитель Европейской комиссии уверяет, что масштабная подготовка идет полным ходом, а на центральном, европейском и национальных уровнях предпринимаются скоординированные усилия, чтобы обеспечить максимальное плавное внедрение новых алгоритмов контроля. Чиновники отдельно подчеркивают, что раннее вовлечение всех заинтересованных сторон туристической индустрии, от авиакомпаний до тех же гостиничных сетей, имеет ключевое значение для успеха этого IT-проекта. Ведь Брюссель рассчитывает, что бизнес заранее перенастроит свои сервисы продаж, чтобы пассажиры без одобренного электронного разрешения даже не могли приобрести билеты до европейских городов. При этом необходимо понимать, и несмотря на все вводимые биометрические механизмы и усиленные пограничные процедуры, шенгенская зона, друзья, по-прежнему продолжает оставаться одним из самых посещаемых туристических и деловых направлений на планете. Напомню, стабильно привлекая к себе колоссальный поток более 790 миллионов путешественников в год. Однако более широкая реальность на сегодня такова, что времена абсолютно свободного, бесконтрольного туризма постепенно уходят в прошлое. Теперь каждому, кто направляется в Европу из стран за пределами Европейского Союза, приходится учитывать, что их биометрический профиль, даты прошлых поездок и финансовая информация могут обрабатываться автоматизированно системами пограничного контроля. Но, друзья, все эти цифровые барьеры на внешних границах Евросоюза и визовые ограничения выглядят менее существенно на фоне новых, крайне жестких финансовых реформ, которые немецкое правительство Мерца готовит внутри страны для кошельков собственных граждан. Действующий кабинет министров Германии во главе с канцлером Фридрихом Мерцем экстренно разрабатывает такое себе масштабное изменение системы обязательного страхования по уходу. В первую очередь, эта фискальная мера затронет жителей страны, у которых нет детей. Чиновники планируют существенно повысить, друзья, ежемесячное отчисление именно для бездетных работников, чтобы за их счет компенсировать дефицит в системе. Министерство здравоохранения Германии официально прогнозирует многомиллиардный дефицит всей социальной системы, из-за чего власти сегодня ищут способы максимально, скажем так, быстро увеличить приток средств в страховой фонд. Новая глава Минздрава Нина Варкин, представляющая консервативную партию, напомню, ХДС, намерена на законодательном уровне увеличить специальный дополнительный взнос для бездетных граждан. На сегодняшний день, напомню, эта надбавка составляет 0,6%, но в рамках реформы ее планируют поднять до 0,7%. Если этот правительственный проект получит одобрение в Бундестаге, то бездетные сотрудники в возрасте старше 23 лет будут ежемесячно перечислять в кассу страхования по уходу около 4,3% от своего брутто-оклада. Для понимания, друзья, сути вопроса напомню, что это представляет собой строго обязательную государственную страховку в Германии, которая покрывает часть расходов на содержание, сиделок и медицинский уход за престарелыми людьми, инвалидами и тяжелобольными пациентами. То есть эти взносы удерживаются автоматически из вашей заработной платы и списываются вместе со стандартной медицинской страховкой. При этом для родителей тарифные ставки пока повышать не планируют, это важно. В немецком законодательстве размер этих отчислений зависит и от количества несовершеннолетних в семье. То есть, чем больше у вас детей, тем ниже налоговая нагрузка. В текущем периоде тарифная сетка выглядит следующим образом. Бездетные граждане сегодня дают максимум 4,3%. Родители с одним ребенком платят уже 3,6%. Семьи с двумя детьми переводят 3,35%, а многодетные родители, то есть это с тремя детьми, отдают государству около 3,1%. При этом работодатель по закону обязан оплачивать свою часть этого взноса отдельно,
и его фиксированная доля в финансировании системы ухода пока остается неизменной. Напомню, это на уровне 1,8% от фонда оплаты труда. Главный здесь скрытый фактор этого фискального давления – это стремительно растущие операционные расходы всей немецкой системы здравоохранения. Демографическая структура Германии, вы понимаете, стареет высокими темпами, а общая численность граждан, которые по состоянию здоровья нуждаются в круглосуточном профессиональном присмотре, то есть сиделках и дорогостоящих медикаментах, наоборот, увеличивается с каждым годом на сотни тысяч человек. Поэтому государственный бюджет и социальные фонды не успевают просто-напросто полностью перекрывать именно эти расходы. Внутренние аналитические отчеты Министерства здравоохранения Германии показывают прогноз. В ближайшие 2 года дефицит кассы, внимание, страхования по уходу может превысить отметку в 22 миллиарда евро. Это то самое бюджетное давление оказалось глубже и серьезнее прежних, даже самых осторожных оценок и расчетов правительства в Берлине. Чтобы экстренно стабилизировать систему, власти за кулисами Бундестага параллельно обсуждают и целый комплекс других крайне непопулярных и, скажем так, жестких мер экономии. В частности, ведомство Нины Варкин предлагает урезать государственные субсидии и дотации для лиц, постоянно проживающих в специализированных домах престарелых. Если же, друзья, эта инициатива получит поддержку, то существенную часть расходов на проживание и питание родственникам пожилых людей придется доплачивать из своего личного бюджета. Наряду с этим правительство Мерца рассматривает ужесточение юридических и медицинских критериев для одобрения социальных выплат. Эта реформа может напрямую изменить всю существующую систему уровней ухода, а я напомню вам, что в Германии это официальные, зафиксированные врачами уровни потребностей человека в посторонней помощи, от которых напрямую уже зависит тот самый размер ежемесячного денежного пособия от страховой системы. Такое вот повышение критериев оценки означает, что часть людей, скажем так, с умеренными ограничениями может лишиться вообще права на государственные выплаты. В дополнение к экономии на нуждающихся, чиновники в Берлине сегодня активно обсуждают и возможное повышение фискальной нагрузки для граждан с высокими доходами, планируя поднять для них планку максимального страхового порога. На сегодняшний день полноценный официальный законопроект широко общественности еще не представлен, однако, друзья, эти предложения уже проходят детальное обсуждение внутри правящей коалиции, состоящей, напомню, из ХДС и СДПГ. Лидеры фракции отмечают, что если не принять эти решения в ближайшие буквально месяцы, этой осенью пенсионные и медицинские кассы Германии могут столкнуться с крайне тяжелой ситуацией, которая серьезно осложнит выплаты больницам. А исторические корни, напомню, этого фискального разделения общества уходят в нашумевшее и тогда судьбоносное решение Федерального конституционного суда Германии, которое было официально вынесено еще в 2022 году. Тогда высшие судьи страны в Карлсруэ постановили, что законные родители вносят большой вклад в стабильность государства как денежными налогами, так и самим фактом рождения и воспитания будущего поколения налогоплательщиков. По этой логике государство обязано учитывать этот вклад при расчетах тарифов кассы. Именно после того судебного вердикта правительство Германии впервые законодательно повысило планку удержания для бездетных граждан. Ну а в текущем году эту разницу в фискальной нагрузке между родителями и людьми без детей чиновники коалиции намерены довести до одного из самых высоких уровней за все время. То есть для сотен тысяч наемных сотрудников на предприятиях Германии такое решение обернется очередным крайне напряженным снижением их чистых нетто-доходов. Как только эти повышенные тарифы будут официально утверждены депутатами, ежемесячные автоматические удержания из ваших расчетных листов заработной платы для бездетных, еще раз напомню, для бездетных лиц снова могут вырасти. Особенно сильно это отразится на квалифицированных специалистах со средней и даже высокой оплатой труда. В то же время ведущие независимые экономисты и эксперты в сфере здравоохранения уже активно критикуют эти предложения Министерства здравоохранения.
Аналитики сегодня отмечают, что латание финансовых дисбалансов за счет одной лишь бездетной прослойки населения на самом деле не решит системных проблем медицины. А вот общие расходы на уход за пожилыми людьми в Германии продолжают расти как для самих работающих граждан, так и, соответственно, для семей пожилых пациентов. На этом наш подробный аналитический обзор самых важных и резонансных событий на сегодня полностью завершен. Завтра я снова буду ждать вас здесь же со свежей порцией самых честных и глубоких новостей. Если вам понравился сегодняшний масштабный выпуск, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки и огромное спасибо за просмотр этого видео до самого конца.